Они воют в лунную ночь, потому что тогда, скорее всего, тихо, нету ветра и далеко слышно. А просто на Луну это, конечно, глупость. Первые волки появились, наверное, в 2004 году для съемок фильма документального. Это ж волки, это ж не собаки. И как-то надо манипулировать. Вот. А когда у тебя мясо в кармане, то это становится как-то хоть возможным. Потому что тут хождение с волками это не очень хорошо. Любой новый человек, это потенциальный член группы. Рано или поздно, если там на самотек пустить всю эту беготню, то они будут там пытаться познакомиться и понять, какой статус этот новый человек может потенциально занять в группе. То есть какими по очереди они будут мясо кушать, так грубо говоря. Ну, если ты сможешь его, так сказать, в ответ завалить и дать ему хорошенько понять, то все, в следующий раз он будет тогда подходить поджатым хвостом, если вообще. Иди. Зовут Шамоевич Дмитрий. То есть мы вот с Настей работаем вот с сегодняшними волками, мы вдвоем можем управляться, и мы альфа-пара. Вот, и они, конечно, вынуждены слушаться. Для них человек это, скажем так, вполне существо подходящее, с которым можно группу организовать. Всегда есть иерархия. То есть есть доминирующие особи, есть подчиненные. И это связано в значительной степени с регуляцией размножения. То есть, даже если есть половозрелые особи в стае, альфа-пара не позволяет, скажем так, или пытается не позволить всем размножаться, поскольку питаются они все-таки мясом и животными, и на всех просто не хватит их за пропитание. Поэтому вот эта четкая структура. А в группе они вынуждены жить, потому что, в первую очередь, в холодный сезон они охотятся на крупного зверя, которого в одиночку сложно добыть, того же лося. И они отлично все это понимают, и мы у них, так сказать, на высшей ступени находимся, и тут вопросов нет. Такая кобелища. И играются, лижутся. И если мы куда-то пойдем с Настей в лес, то они никогда не останутся. Даже если будет здесь лежать какая-то гора мяса, но они уже напихаются, сколько будет можно, пока мы еще где-то видны. И потом все равно пойдут. То есть связь есть. Ходим, Настя ходит одна. То есть где-то их выгулить вдоль речки, 2 километра туда, 2 обратно. Ничего страшного в этом нет. Ситуация следующая. У нас охота на волка, она открыта повсеместно практически. То есть есть буквально несколько территорий природоохранных. Есть трофейные у него качества, есть какой-то интерес, наверное, в процессе самой охоты. Элементарно воспринимается как конкурент, поскольку он кушает оленей и лосей. Хотя, с другой стороны, понятно, что траву волк есть не будет. Есть еще один момент финансовый в охоте на волка. Охотничьи хозяйства, многие, они платят премию за добытого волка. То есть охотник заинтересован материально. Я думаю, от 50 до 500 долларов. Это, конечно, неправильно. То есть нету никакого у нас другого вида охотничьих животных практически, на которые такая нелимитированная охота на такого размера животное. Как-то так.
есть мы, я имею в виду люди, которые ратуют, скажем так, за сохранение волка, а кто-то опубликовал, что там волк там кого-то съел или там, я не знаю, кого-то напугал, и стараемся выехать на место. Из всех опубликованных таких вот кричащих публикаций по волку, там реальных проблем, ну, однозначно меньше половины. Я сейчас не вспомню, может там процентов 20 или 30, где хотя бы реально волк присутствовал. Связанные во многом там с бродячими собаками. Абсолютно вменяемые животные. Шанс увидеть вот так, ну, без каких-то предварительных подготовок волка, ну, даже в Беларуси небольшой, скажем так. Поэтому не надо зацикливаться там в голове, что вы пошли в лес, и вас там волк прямо съест. Это не в наших реалиях. Абсолютно нет у них задачи прийти там и покусать человека. Они пришли за едой и в первую очередь там за собаками и за кроликами какими-нибудь или курями. Или там на помойках поковыряться. Может быть, там после войны когда-то были какие-то возможные проблемы, но опять-таки они по большей части исходили, во-первых, что было гибридов много с собаками, которые, ну, вот, и эти гибриды, у них совершенно другая как бы линия поведения, они меньше боятся людей, они более наглые, то есть тогда реально, наверное, могу допустить, были проблемы. И плюс было как бы много погибших людей, которые, ну, просто, так сказать, возник какой-то поколение волка, которое знало, что их можно съесть. Вот. А сейчас наши волки, они человека боятся как огня. Вот. Боятся волка дикого. В Беларуси к нам, знаете, ездят люди, чтобы его увидеть и сфотографировать. То есть, если вы увидели волка, как бы радуйтесь, потому что не каждый его видел.